Уникальные воронки глубиной в несколько десятков метров. Загадочные сферы, которые прочнее стали, и настоящий берег смерти. В этом видео я расскажу вам про самые удивительные факты про Африку, а в конце видео я расскажу вам про самый настоящий природный ядерный реактор. Или это все-таки могильник отработавшего ядерного топлива инопланетян? В общем, приятного просмотра. Начну я свой рассказ, пожалуй, с самой удивительной находки в Африке. Невероятным казалось открытие, которое сделали в 1990 году. В Западной Африке проводились археологические раскопки, во время которых обнаружили удивительный и очень странный камень голубого цвета. Казалось, что это нечто рукотворное, какой-то новый материал, который создали инопланетные цивилизации. Кстати, этот вариант его происхождения до сих пор никто не исключает. Ученый, который обнаружил этот камень, прозвал его небесным и сразу после окончания раскопок отправил его на экспертизу в несколько лабораторий по всему миру. И какое же было всеобщее удивление, когда обнаружилось, что материал, из которого сделан камень, просто не существует в природе. Ученые заявили, что его точно сделали искусственно. Удивителен и состав этого красивого камешка. Он на 77% состоит из кислорода, а оставшаяся часть приходится на различные примеси. Одной из составляющих этого камня стал иридий, а он, насколько известно ученым, не существует на Земле и может попасть к нам лишь с метеоритами, которые прилетают из космоса. Меня лично больше всего шокирует то, что местные жители знали о его существовании, и по их утверждениям, они буквально выскакивали на Землю после того, как на ее поверхности образовались странные воронки. А еще ученые узнали, что этот камень нашли в геологическом слое, которому минимум 14 тысяч лет. Удивительно, не так ли? Кстати, я уже говорил, что местные находили эти камни, когда образовались эти странные воронки. Но так ли это на самом деле? На этот вопрос также сложно ответить, как и на то, как появились подобные отверстия в Земле. Дело в том, что воронки действительно существуют. Расположены они на холме Танда, и это крайне таинственное место. Дело в том, что существует лишь одна легенда об их происхождении, и та связана с религией. Считается, что местный бог изгнал некое существо на землю, а за ним послал своего сына, чтобы тот его убил. В итоге это существо пряталось под землей, создавая эти самые норы. Поговаривают, что сын бога так и не догнал свою цель и остался на земле, символизируя смерть, которая спустилась с неба. Но лично мне не нравится эта теория, так как она основана на религии. А она всегда имеет множество несостыковок. Куда более интересной кажется конспирологическая теория происхождения этих нор. Я уже озвучил, что местные жители находили камни после того, как появлялись такие воронки. А еще то, что небесные камни состоят из иридия, который можно найти лишь в космосе. Так, может быть, их создавали инопланетяне? А что, звучит вполне реалистично, особенно если включить сюда и характеристику таких нор. Дело в том, что их диаметр очень даже большой, а глубина и вовсе достигает 70 метров. Да и ученые говорят, что эти норы очень уж схожи с шахтами, которые делают люди. Правда, есть одно большое но. На этом холму нет вообще никаких полезных ископаемых для человека. Так что копать такие ямы нам было бы просто бессмысленно. Это немного странно, не находите? Но и эти сферы, о которых я вам сейчас рассказал, далеко не единственные. Дело в том, что в прошлом веке в Африке проводилось множество археологических раскопок и различных экспедиций для исследования материка. И однажды ученые обнаружили нечто невероятное. Загадочные сферы, которые по прочности были тверже стали. Ученые их тут же отправили на исследования и были шокированы. Дело в том, что их возраст составил примерно 3 миллиарда лет. Как такое вообще возможно? 3 миллиарда лет назад не было абсолютно никаких технологий, которые могли бы произвести какие-то там шарики, которые прочнее нынешних стальных инструментов. Лично мне кажется, это крайне странным. А могут ли эти сферы быть снарядами для оружия? Вполне возможно, учитывая их прочность и размер. Ученые, конечно же, начали думать, как появились эти загадочные предметы. И их теории, как мне кажется, звучат очень-то правдоподобно. Одни заявляют, что сферы появились из-за жизнедеятельности микроорганизмов. Да-да, конечно. Они же просто взяли и сделали идеальные сферы большого размера.
Скооперировались, так сказать. Другие же ученые считают, что сферы появились из-за того, что на Землю когда-то упал метеорит. Но и это звучит весьма нелепо. Лишь одна из теорий ученых мне нравится, и это та, что утверждает, что подобные сферы создали во времена жизни древних цивилизаций. А что, звучит вполне логично. А как вы думаете, как появились все-таки эти объекты? Вообще Африка поражает своими местами. Я, например, был в шоке, когда узнал о существовании настоящего берега смерти. Интересно, а сколько еще удивительных открытий не сделано в Африке? Так вот, о чем это я? Берегом смерти называют песчаный пляж, который находится прямо в пустыне на юго-западе Африки. И название он получил точно неспроста. Именно тут расположилось несколько затонувших и погребенных в песке кораблей. А еще очень много трупов животных и людей. И нет, это не какое-то суперопасное место, которое кишит смертоносными насекомыми или отравлено тяжелыми ядами и биологическим оружием. Это самый обычный пляж. Правда, он становится последним пристанищем для многих кораблей. Дело в том, что на этом месте постоянно меняется течение и прибои. А еще из-за того, что некоторые воды в этом районе очень холодные, тут возникают густые туманы. Понятное дело, моряки не всегда могут увидеть песчаный пляж в условиях нулевой видимости. Из-за этого и происходят кораблекрушения. После этих бедствий у людей нет ни единого шанса на выживание. Дело в том, что с одной стороны огромная безжизненная пустыня, а с другой – океан. Вот люди и животные тут и гибнут. И это очень пугающее и зловещее место. Правда, почему-то оно очень нравится туристам. Но лично мне кажется, это место неспроста такое ужасающее и зловещее. Я уже выразил теорию о том, что в Африке могут скрываться инопланетяне или когда-то жили древние цивилизации. Так вот, может быть, это они и создали столь ужасающее место? А что, даже у нас уже существуют технологии, которые могут изменять погоду, так что и тут вполне возможно есть нечто странное. В общем, стоит задуматься. Кстати, я нашел поразительную информацию о том, что в Африке действительно были древние цивилизации. В общем, в пустыне Сахара еще в 2002 году обнаружили пещеру, в которой были различные рисунки древних людей. А теперь представьте, что температура там поднимается просто огромная, целых 50 градусов по Цельсию, а то и выше. Как вообще люди могли там жить? В этой пещере нашли настоящую коллекцию доисторических наскальных рисунков, а также сотни отпечатков человеческих рук. Рисовали, как обычно, животных, жирафов, слонов, змей и страусов. Но обнаружился еще один необычный факт даже в этих, казалось бы, обычных рисунках. В целом, миллионы лет назад, может быть, в этом месте и можно было проживать. Но ученые обнаружили, что отпечатки рук, которые на первый взгляд очень похожи на человеческие, имеют другую форму кончиков пальцев. Они заметили, что на рисунке из крошечных ладоней торчат ногти. Так может быть, это реально были инопланетяне? Я также нашел поразительную историю, которую из поколения в поколение рассказывают в различных племенах африканских поселений, живущих возле Нила. По их рассказам, в древние времена на землях современной Уганды жили загадочные светлокожие люди, которых они называли бачвези. И по их наблюдениям, этот народ имел просто поразительное знание. В качестве примера приводится легенда о том, что эти люди строили целые города из камня, а также они могли вылечить все болезни. Более того, эти люди с легкостью забирались на отвесные скалы и пролетали над озерами. Но один факт не дает мне покоя. По этой легенде, удивительные бачвези без следа исчезли примерно в XIV веке нашей эры. Куда же они пропали и почему ушли? И вообще, что это были за технологии? К сожалению, на этот вопрос мы сегодня не можем получить ответа. Так может быть, это были инопланетные существа, которые и создали те воронки, привезли местным жителям небесные камни из кислорода и использовали в своих целях странные сферы. А после того, как они достигли своей цели, они просто решили покинуть нашу планету. Остается только гадать на эту тему. В подтверждение этой теории есть еще один удивительный факт. Я был просто шокирован, когда узнал о самом настоящем ядерном реакторе, который был в скале. В 1972 году ученые провели анализ урановой руды из месторождения в габонском Окла.
Это тоже Африка, если вы не знали. Так вот, ученые в тот момент начали бить самую настоящую тревогу. Почему? Сейчас расскажу. Дело тут в том, что в урановой руде, которая есть на нашей планете, существует всего 3 изотопа урана – 234, 235 и 238. И их концентрация всегда равна примерно одному и тому же числу. Для поддержания ядерной реакции используются только 2 изотопа – 235 и 238, а для создания ядерного оружия используется первый из этих двух. Но, как правило, для поддержания реакции концентрация этих веществ слишком мала, что для нас, собственно, и хорошо, иначе бы мы с вами не смогли бы добыть ни грамма этой руды. Так вот, при исследовании руды из месторождения обнаружилось, что концентрация изотопа урана-235 оказалась ниже ожидаемой. И в тот момент ученые подумали, что кто-то украл оттуда полезные ископаемые. А как вы понимаете, если этот изотоп попадет в руки террористам, к примеру, они могут создать настоящую ядерную бомбу. Вот ученые и забили тревогу. Но был еще один интересный факт. В этом руднике было повышено содержание еще одного элемента – неодима-143. Для нас это ничего не значит, а вот для спецов в ядерной энергетике это говорит о многом, ведь этот элемент можно получить лишь в результате цепной ядерной реакции в ядерном реакторе. Откуда в скале может находиться такая руда? И не может ли быть это место настоящим могильником отработавшего топлива, которое использовалось инопланетянами? На этот вопрос ученые представили удивительный ответ. По заверению экспертов, там сложились некие удивительные условия, при которых в течение 2 миллиардов лет там существовал настоящий ядерный реактор. И даже была создана теория его работы. Благодаря высокой концентрации изотопа урана-235, пористой породе и воды, которая содержалась в грунте, естественным образом возникла реакция деления. Она существовала несколько часов, за которые порода разогревалась до больших температур, из-за чего вода испарялась, а реакция прекращалась. Спустя еще несколько часов или дней горная порода остывала, и реакция вновь возобновлялась. И так циклично пару миллиардов лет. С технической точки зрения этот вариант почти невозможен, ведь на нашей планете есть много мест, где подобное могло бы произойти, но лишь в этом месторождении в Африке все условия сложились так, чтобы реактор мог существовать, но в наше время чисто технически подобное невозможно. Все месторождения потеряли большую часть изотопа урана-235, из-за чего природные ядерные реакторы больше не могут существовать. Ну а теперь поделитесь и вы, как вам кажется, теория ученых правдива? Лично мне кажется, что это все придумано для того, чтобы отвести глаз от правды. Но кто его знает? Дело в том, что правительство разных стран запретило проводить раскопки в Африке. Почему? Да кто его знает? Говорят, что сделано это для безопасности ученых и для того, чтобы не разрушать уникальные природные условия, которые миллиарды лет складывались на нашей планете. Но кто его знает, так ли это на самом деле? Может быть, ученые пытаются скрыть от нас настоящую правду? Что это были за люди, о которых рассказывают древние люди? Почему в пещерах находят нечеловеческие отпечатки рук? Откуда мог возникнуть ядерный реактор в скале? Никто не может точно ответить на этот вопрос. Вот и возникает уйма уникальных конспирологических теорий, и я почему-то больше всего склоняюсь именно к ним. Взять тот же самый реактор с месторождения в Африке. Если состав грунта там больше похож на отработавшее ядерное топливо, не кажется ли вам, что это мог быть самый настоящий могильник, который создали древние цивилизации или инопланетяне? А что, звучит очень даже логично. Они ведь умели летать, строили удивительные постройки из камня, а потом и вовсе исчезли без следа, если говорить про тех самых Бачвези. В общем, загадок больше, чем ответов. Пока я готовил для вас этот ролик, у меня вообще сложилось впечатление, что вся наша история – это лишь небольшие отрывки из того, что происходило на самом деле. А настоящее мировое правительство уже давно знает правду и контактирует с инопланетными существами. А если учесть тот факт, что Африка почти не изучена людьми и достоверных фактов о ней мало, то эта теория приобретает все больше реалистичности. А ведь я еще не рассказал вам об удивительных постройках, которые находили на этом континенте. Настоящие замки с башнями, которые не имели входа.
Сложные пирамиды и руины древних цивилизаций, погребенных под песком. В общем, если вы хотите продолжение этого ролика и вам интересны все эти пугающие факты об Африке, то обязательно напишите об этом в комментариях. Я их всегда читаю, так что мне было бы интересно узнать и ваше мнение на этот счет. А на этом мой рассказ заканчивается. Надеюсь, вам понравилось то, что я для вас подготовил. Лично меня больше всего шокируют странные воронки, которые выполнены с профессиональной точностью. Ах, да, забыл об этом сказать. Друзья, у вас есть прекрасная возможность попасть в нашу команду. Если вы озвучиваете видеоролики на русский, английский или какие-либо еще языки, пишете интересные сценарии или монтируете видеоролики, то обязательно пишите нам в Telegram-бота. Ссылочка будет в описании под видео. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в новых видеороликах. Пока-пока.